Вообще в погребе есть освещение, конечно, но на всякий случай я одел дополнительно фонарик налобный. Вот я стройный, мне вообще легко. Ну что, вот лучок хранится, здесь, я так понял, картошечка, точно угадал, картошечка. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня будет у нас очень интересный ролик, и посвящен он будет не выращиванию овощей или каких-то ягодных культур, а будет посвящен вопросам, как же это все сохранить, потому что осенью, как правило, мы собираем богатые урожаи, кто картофеля, кто моркови, кто-то собирает много винограда, делает вино, делаем все заготовки и, как правило, увлекаемся, и заготовок этих у нас получается очень большое количество, куда их все девать, не очень понятно. Да, если сделать там 2-3 баночки варенья, можно их хранить в холодильнике, но самый оптимальный вариант это, конечно, оборудовать погреб. И если у вас уже есть погреб, либо подпол, еще вот в некоторых домах есть такие вот под домами сооружения подземные, это, конечно, очень хорошо. Но что же делать тем людям, у которых таких сооружений, погребов нет? И вот недавно я узнал, что существует такой вариант погреба, который буквально за один день можно установить. Выполнен он из толстого пищевого пластика, то есть выдерживает и подтопление, никакой сырости в нем нет, никакой плесени не заводится, все очень быстро делается, монтируется. Утром к вам приезжает бригада монтажников, устанавливает вам этот погреб, и вечером вы уже получаете полностью готовое эксплуатации подземные сооружения. Ну и, конечно, вместо того, чтобы долго об этом говорить, лучше один раз посмотреть, оценить, посмотреть, что внутри в этом погребе, как он выглядит снаружи, из чего сделан. Погреб называется Тингард, поэтому сегодня вместе с вами съездим на место установки, спустимся вниз, посмотрим, как это все выглядит на поверхности, оценим, пощупаем, потрогаем. Поехали! Итак, друзья мои, приехал я на место, сейчас все вам покажу, спустимся вниз и посмотрим обустройство погреба Тингард. Смотрите, друзья мои, здесь над погребом потом был возведен вот такой вот сарайчик, то есть бывает так, что отдельный выход на улицу у погреба, а бывает вот такие делают люди постройки, это очень удобно, ну здесь можно положить какие-то вещи, вот видите, там санки детские. И смотрите, сейчас вам расскажу, как это все выглядит и как это устанавливается. Врывается в земле котлован, дальше внизу устанавливается плита, либо заливается плита в зависимости от уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены глубоко, то заливается плита. Если грунтовые воды подходят повыше к уровню земли, то устанавливается железобетонная плита уже на место готовая. К этой железобетонной плите крепится вот эта пластиковая конструкция самого погреба. Это нужно для того, чтобы при подъеме уровня грунтовых вод он не всплыл, естественно, потому что легкий. И для того, чтобы предотвратить еще воздействие морозного пучения грунтов. Пучение грунтов – это увеличение размера грунта, то есть выдавливает грунт конструкции из земли. Есть такое понятие у строителей, но в это я не буду глубоко удаляться. В общем, смотрите, вот это вот вход в сам погреб, вот это люк такой конструкции. Сейчас спустимся вниз, там еще внутри вам покажу. А вообще сверху еще он утепляется специальными утеплительными листами, чтобы предотвратить проникновение туда, допустим, тепла, если это лето, и холода, если это зима. Ну а вообще, конечно, все продумано, все по проекту делается специалистами, которые уже давно этим занимаются. Ну что ж, сейчас спустимся вниз и посмотрим, как там все внизу обустроено. Вот, кстати, хозяйка мне сразу показала, что здесь есть еще вот такая штучка интересная, я вам ее сразу покажу. Это лифт для подъема, допустим, каких-то баночек, либо мешочков с картошкой, или там с какими-то овощами, с моркошкой. В общем, работает он вот таким образом от пульта. Он не для людей предназначен, а только для подъема из погреба тяжестей баночек там, ну и, в общем,
того, чего вы обычно складываете в погреб. То есть очень удобная штучка, не надо на руках таскать. Вообще в погребе есть освещение, конечно, но на всякий случай я одел дополнительно фонарик налобный. Так, ну что ж, аккуратно сюда спускаюсь. Проем погреба достаточно широкий, и даже полный человек спокойно сюда, так скажем, зайдет. Вот я стройный, мне вообще легко. Свет должен включиться автоматически, так мне сказала хозяйка. Вот смотрите, кстати, покажу вам сразу пластик, чтобы у вас было понимание, из чего это сделано. Это пищевой толстый пластик толщиной 15 миллиметров. Выдерживает очень серьезные нагрузки. Вот и свет, видите, включился. Аккуратно сюда спускаюсь. Так. Ну вот смотрите, как все выглядит внутри. Сейчас вам общий вид, так скажем, покажу. Вот свет автоматически включился. Заготовочки. Так. Ага. Ну и смотрите, вот. Первое. Давайте посмотрим на лестницу. Высота погреба примерно 1,90 м, я так понимаю, потому что вот я его почти подпираю головой, а во мне 1,83 м. Так, лестница металлическая, удобная, надежная. Вот еще такие покрытия специальные, чтобы не подскользнуться. Так, обратите внимание на стены. Они, видите, какие вот такие вот рифленые, как бы это специальные ребра жесткости, чтобы грунт, который находится с боков от погреба, не продавил, то есть чтобы придать конструкции жесткость. Так как знаете, да, что существует еще боковое давление грунта с боков, вот чтобы не сложилась конструкция, предусмотрены специальные ребра жесткости. И смотрите еще какие штуки, видите, трубы еще такие, профили железные. Это тоже, то есть уже никакое боковое давление грунта не сложит эту конструкцию. Все супер надежно сделано. Вот здесь, я так понимаю, датчик температуры, часы, влажность показывает. Вот 7 градусов. Видите, 7 градусов тепла. Как раз то, что нужно. Ну, сейчас еще люк открыт. Если люк закрыть, я думаю, здесь как раз будет такая температура, которую и нужно соблюдать в погребе, то есть плюс 2, плюс 4 градуса. И влажность 77%. Влажность, вот, ребят, еще вам скажу. Смотрите, вот все чистенько, никакой плесени, никакая влага сквозь такие стенки, естественно, пластиковые, не пройдет. Поэтому данный погреб никогда не подтопится водой, никаких грунтовых вод здесь не будет. Ни сверху, ни снизу. Все герметично. Это у нас труба, я так понимаю, что это вытяжка. Так, вытяжка идет вниз, но все правильно, снизу. И дальше вот верхняя вытяжка. Смотрите, также, в общем, чтобы циркуляция воздуха была оптимальной. Ну что, полочки. Раз, два, три полочки широкие. Здесь они где-то сантиметров, наверное, ну, как минимум 40 так на глаз. Древесина. Ну, желательно, конечно, их покрасить, наверное, какой-нибудь красочкой было бы. Ну, сейчас они, так понял, в первозданном виде. Вот, покрытие бы не помешало, конечно, им какое-нибудь. Но здесь сухо, в принципе, даже в таком виде древесина будет долго время стоять, ничего не испортится. Покрытие металлических конструкций, видите, насколько хорошее, никакой ржавчины на них никогда не возникнет. Так, полочки идут в круг, то есть здесь можно вообще разместить, я бы сказал, очень много всяких заготовок. Любая хозяйка будет рада заложить все эти полочки баночками. Так, смотрите, полы деревянные. Ну-ка, надежные, подо мной ничего не играет, не провисает, то есть все сделано капитально. Вот эта площадочка, как я вам говорил, она еще выполняет функцию лифта для баночек. Вот, допустим, набрали баночки там, положили, кнопочку нажали, вверх поднялось. Классно.
Так, ну что, вот лучок хранится. Здесь, я так понял, картошечка, точно угадал, картошечка. Здесь можно хранить и венчишко, кто занимается виноделием, так что для виноградарей такой погреб очень понравится. При такой температуре можно хранить черенки винограда, если кто занимается его размножением и разведением. То есть здорово, конечно. Небольшое компактное помещение, современное. Никаких потеков, плесени, ничего, конечно, здесь не будет. Ну, вот есть еще, смотрите, розеточка дополнительная, если что-то здесь еще можно включить, если нужно. Какой-нибудь электроприбор. Ну, вот так все это выглядит. Вот, кстати, лампа. Мой налобный фонарик здесь особо и не нужен, потому что достаточно освещения от лампы, которая здесь уже установлена изначально. Вот такой вот погребок пластиковый. Называется он Тингард, я вам напомню. Кому интересны вот подробные там свойства, размеры, описание данного погреба, я оставлю ссылочку в описании под роликом. Вы можете спокойно зайти, посмотреть, все прочитать, ознакомиться с ценами. Как я вам говорил, монтаж такого сооружения, я бы сказал подземного, да, ну что подземное сооружение, все под землей оно находится, занимает один день. Вот представьте, сколько вам времени потребуется, чтобы сделать, допустим, погреб из кирпича или бетона там своими силами, либо даже с привлечением строительных бригад. То есть тут все быстро и надежно. Ну и как я говорил, конечно, вот пластик герметичный, не протекающий, сухой материал. Кстати, производитель, как я понимаю, дает очень длительную гарантию на этот погреб. Там что-то лет 70, что ли. Ну, посмотрите, может быть, я ошибаюсь. Ну, а что ему будет, собственно говоря, вот этот вот пластик пищевой? Тем более такой толщины, он, в принципе, абсолютно не подвержен никакой коррозии, никаким разрушениям. Так что классная вещь, конечно. Так что, друзья мои, вот так выглядит современный погреб, надежный, долговечный и удобный, что самое главное, удобный. Все вам показал, сами увидели, как все выглядит. Пора выбираться наверх. Ну а теперь давайте подведем итоги нашей с вами поездки. Посмотрели мы, как выглядит пластиковый погреб современный. И если раньше такие конструкции выполнялись из кирпича, камней, бетона, из железа, то теперь все это делается гораздо проще и быстрее. И, конечно, такой погреб служит гораздо дольше. Как вы видели, в нем даже приятно находиться. И, кстати, я вам показывал полочки, как вы помните, и одно из замечаний у меня было к тому, что вроде бы как они ничем не покрыты. И, естественно, у меня вызвало это некоторое недоумение. Я думал, неужели ничем древесина не покрыта? И решил связаться я с представителем компании Тингерпласт, которые занимаются выпуском данных погребов, и узнал, что все деревянные конструкции покрыты специальной пропиткой дополнительно. Она бесцветная, ее не видно, на ощупь она тоже никак не ощущается, но, естественно, производитель позаботился о том, чтобы защитить все деревянные конструкции от возможных каких-то негативных проявлений. Все-таки это погреб, и, естественно, чтобы древесина и структура древесины смотрелись лучше, и чтобы все деревянные конструкции служили дольше, их обязательно покрывают специальной пропиткой. Напомню вам, что данные погреба производит компания Тингерпласт. Ниже в описании под роликом я вам оставлю ссылку, по которой вы можете перейти на сайт производителя и ознакомиться со всеми характеристиками, а также со стоимостью данных погребов. Всем большое спасибо за просмотр.